Доброго времени суток, мои любимые! Меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на канале Таро и Леди. На канале я делаю расклады онлайн, гадания на важные темы про любовь, про жизнь моих леди. Нет проблем, которые невозможно решить. И потому мои карты Таро через меня служат вам буквально, мои леди. Изменяя то, что не по судьбе, то, что от злых людей, от зависти, от жадности. На канале Таро буквально служат вам, раскрывая будущее, предупреждая, раскрывая тайны. И через коррекцию обращения к высшим силам и силам вашего рода, к ангелам-хранителям, буквально вот волшебным образом меняют судьбу. Меняют то, что не по судьбе. Потому что людей, к сожалению, много, зависти много, негатива много. Из-за этого возникают препятствия, которые можно проходить по жизни, а можно исправить с помощью карт Таро. Итак, давайте сегодня сделаем расклад карт Таро. Женщина старше, мужчина младше. Что нам карты хотят рассказать? Кого сегодня увидит? Давайте вначале посмотрим онлайн-гадание, расклад карт Таро. Женщина старше, мужчина младше. Давайте посмотрим сигнификацию, посмотрим, кто вы, какая вы, пускай карты расскажут, чтобы вы поняли, что это ваш расклад. Итак. С перевернутыми картами не работаю, так что это случайность. Но смотрите, вы, женщина, находитесь в очень шаткой ситуации. Вы сами построили себе карточный домик, те мечты, желания, которые вы хотите, но сами знаете, что в карточном домике долго не проживешь. Ну, во всяком случае, в таком состоянии моральном вы сейчас находитесь. Вы так думаете. Настоящий ли это домик или карточный, разберемся дальше. Что еще? Как опишут у вас карты ситуацию, которая у вас сейчас? Ну, смотрите, казалось бы, вы дома, счастливы, в кресле, но какая-то ненависть, какая-то проблема подкралась совсем близко к вам. И, скорее всего, вы даже это чувствуете уже где-то там на подсознании. Вы чувствуете, что что-то плохое где-то от кого-то, к сожалению, тянется. И даже у вас есть настроение на то, чтобы покинуть тот мир, который вы построили. Бежать из него, сломя голову, отказаться от всего. Вот такая у нас сегодня ситуация у леди. На самом деле вы очень романтичная леди, девушка, женщина. Для меня мы всегда девочки, леди. В любом возрасте. У вас очень много прекрасных планов. Вы тонкая натура. Вы та, которая чувствует всем сердцем. Та, которая жить не может без любви,
без того, чтобы ее понимали, без какого-то одобрения со стороны. Ну, очень утонченная натура. Конечно, вам сложно в такой ситуации. Так, ну мы разобрались с вами. Теперь вы видите, это расклад ваш или не ваш. И меня очень интересует, что вот это за проблема подкралась к вам. Да? Давайте ее откроем. Вам почему-то скоро нужно принять какое-то решение. Вы буквально вот взвешиваете ситуацию со всех сторон, но карты показывают, что решение нужно принимать чуть ли не молниеносно. В чем это? Карта мага выпадает. Это может быть говорить о том, что что-то вообще чрезвычайное поменялось. Может говорить, конечно, и о магическом воздействии. Может говорить о том, что вы решили взять все в руки, ну, полностью владеть ситуацией. Давайте посмотрим, есть ли там магическое воздействие у кого-то. Потому что с магическим воздействием, сами понимаете. Ну, смотрите, магическое воздействие было, но оно уже отошло, оно уже сделало что-то и отошло. Почему-то выпадает карта детей. Как-то связано это с детьми, отношениях с детьми, ситуации с детьми, трудности с детьми. Черный злой человек это сделал. Притом сделал это не, скажем так, буквально порча, да, это вот так вот от балды. Вот захотелось, пожелал. А человек такой, у которого, знаете, есть такие люди, которые вот, ну, ему и в принципе не надо ничего делать. Ну, глаз у него такой, энергетика такая. Пошлет и вот так. Но это уже отошло. Это сейчас расклад показывает последствия, да, всего того, что происходило. Итак, мы оставляем эту карту как сигнификацию вас и будем смотреть дальше. Так, продолжим расклад карт Таро для этой леди. Мужчина младше, женщина старше. Давайте смотреть, что нам карты хотят рассказать. Ну, вы хотите семью, гармоничных отношений и с детьми, и признание в обществе, чтобы мужчина был мужчиной, именно вашей парой. Это та основная цель, которую вы ставите. Дальше смотрим. Ой, какие-то неприятности, опять же, плохие мысли, мысли чужих людей. Они буквально кружат над вами и не дают вам жизни. Вы находитесь в очень состоянии депрессии. Вы можете даже еще это не ощущать,
Они еще могут только кому-то подбираться, эти мысли, но карта плохая. У вас даже есть мысли все вернуть, как было. Ну, буквально. Находитесь в состоянии, когда не знаете, открывать ли эту дверь. Хотя ключ лежит совершенно рядом. Казалось бы, сделать шаг и открыть. Но мысли, чувства, состояние, ну, оно не такое, чтобы открыть эту дверь. Вы не можете сделать этот шаг. С чем это связано? Покажи мне. Ну, туз пентаклей может показывать как материальный вопрос, так может показывать в этой колоде силу рода, ну, не тех, кто не с нами, а тех, кто с нами, то есть родственники. Родственники этому причина или с той, или с этой стороны, или с вашей, или с его стороны. Какая мне картинка идет? Смотрим, что. Ну, вы как-то даже отдалились друг от друга. Может быть, вы сейчас на расстоянии. Возможно, просто взяли паузу, разошлись, не знаю, в разные комнаты, или вы сами ищете уединение, чтобы разобраться в себе. Ну, или ваш партнер. А так хочется счастья, любви, детей, общие замыслы, общие мысли, общие, чтобы всем было вокруг хорошо, всем родственникам хорошо от этих отношений. Что чувствует он? Ну, выпадает карта смерти. Что-то, какой-то этап жизни он закончил. Что-то будет другое. Когда что-то умирает, обязательно что-то родится новое. Но он тоже находится в состоянии защиты. Очень много к нему предъявляют претензий. Это не факт, что вы, это окружающие, родственники. Ему тяжело, он думает. Он понимает, что ему нужно защищать. К сожалению, он тоже хочет уйти в состояние подумать, в состояние отшельника. Или отречься, ну, не буквально отречься, отойти от тех людей, тех советов, тех нападок, которые в его сторону идут. Какие его дальнейшие действия? Хочет он тоже семью видеть. Хочет семью, детей, собаку. Собака это условно. Хочет двигаться в этом направлении. Но в то же время почему-то ему хочется веселья, праздников, вечеринок, тусовок. Ему хочется одобрения от окружающих,
от тех людей, которые в его кругу, чтобы они стали его союзниками, чтобы они одобряли и радовались. Хочет любви, он вас любит, но запутался. Много на него нападок, видите? Люди. И вот из-за этих нападок он как-то взял паузу. Паузу, но подумать. Что вы думаете в этой ситуации? Что... Нет, не так. Спросим карты Таро, что вам необходимо сделать в этой ситуации на благо именно вам. Ну, королева мечей говорит о том, что нужно немножко показать зубки. Нужно показать, что у вас есть планы, у вас есть будущее. Вы хотите не просто чего-то, а того, чтобы он воспринимал ваше желание, чтобы он соответствовал. То есть карты говорят, покажите себя сильной. Какой бы вы там ни были романтичной, покажите свою жесткую позицию, карты говорят. Даже обманом. Говорят, что в этой ситуации любые пути имеют ради достижения цели того, что вы хотите, имеют смысл. О каком обмане говорится, должны знать только вы. Опять же, покажите силу. Видите? Полудевушка, полулев. Львица, даже лев. Ну вот, нужно занять такую позицию. Начать новые отношения. Вот буквально пересмотреть те отношения, которые были, и сделать новые границы, сделать новые правила, перезапустить отношения. И что, к чему это приведет? Ну, вы будете тогда защищены от всех тех нападок, которые происходят со стороны родственников. Нужно показать, что вы защищены. Так, давайте посмотрим, что тогда будет. Ну, карта Ворон говорит о предчувствии. Вы чувствуете, что что-то не так. Какая-то тайна, какая-то проблема в тайне. Из-за этого ссора. Но ориентир вы уже четко выбрали, куда двигаться. Вы четко знаете, куда двигаться. Почему-то, возможно, расставание. К чему это расставание? Для того, чтобы он потом вернулся, такой, как нужен. Такой, какой вам нужен по жизни. Да? Так сказать, и принц вернулся, и на коне.
хитро нужно поступить. Нужно пройти эти трудности, преодолеть их. И будет счастье, любовь, эрос. Только так. Именно для вас, именно так. Вот такой расклад у нас сегодня вышел. Я думаю, вы узнали свою ситуацию. И теперь давайте поработаем над этим раскладом. Давайте постараемся убрать те препятствия, которые не по судьбе. Те, которые не от добрых людей. Так, начинаем. Я начну убирать, и вы поймете, что я убираю. Идеальная семья мы оставляем. Убираем дурные мысли, слухи, сплетни, которые вокруг вас. Давайте оставим то, что вы хотите перезагрузить эти отношения, потому что, ну, реально из вывода карты это нужно сделать, чтобы у вас это получилось. Невозможность открыть дверь мы убираем. Давайте сделаем, чтобы сила, ну, род, его родственники желали счастья вам вдвоем, да? Давайте уберем то, что вы на расстоянии. Его желание видеть семью создать мы, естественно, оставляем. Его желание веселиться вместе с вами оставляем. Смерть забираем. Давайте сделаем, чтобы ему даже не нужно было защищать своих родственников. И в подвешенном состоянии пусть он не находится. Сделаем начало любви, которую все одобряют. Вы сильная, воинственная даже, четко ставящая позиция, сильная, защищенная. Вот такой расклад мы оставим. И будем работать с препятствиями, которые у нас выпали. Просмотрим им. Если вы какие-то хотите оставить или добавить, вы можете все это сделать у себя в голове. Так, мы убираем хитрость из отношений. Мы убираем то, что вы находитесь на расстоянии, размышляете. Пусть это пройдет максимально быстро. То, что нужно защищаться, смерть отношений, далеко, неумение открыть двери, плохие мысли, плохие действия относительно вас. Итак, девочки, сосредоточились. Сейчас будем убирать, если это не по судьбе, а от зависти, жадности, от злых людей. Вспоминаем силу рода, ангелов-хранителей и высшие силы, то, к кому мы обычно обращаемся, чтобы помогли нам убрать данные проблемы, данные препятствия. Вы знаете, что высший суд, он слеп на земле. Ему нужно показывать препятствия.
А так как мы их выявили раскладом Таро, то их нужно показать. Так, внимание. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто это смотрит. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый путь. Да будет так. Так, сейчас посмотрим. В комментариях не забываем писать. Спасибо, да будет так. Это говорит о том, что вы принимаете эту коррекцию. Да, это подтверждение. Смотрим, получилось ли у нас убрать препятствия, которое показал расклад карт Таро. Много счастливых эмоций. Ну, вы получите удовольствие от того, что произойдет. От изменений, которые показал расклад карт Таро, которые нужно сделать. Все будет замечательно. Ну, замечательно, с первого раза вышло. Рада была вам быть полезной. Подписывайтесь, лайкайте. Ваша Луна.